Эх, цивилизация. Сейчас каждый моется в своей собственной ванной комнате, ванной или душевой кабине, а баня стала чем-то вроде развлечения. Лишь у немногих она есть на участке. И это, друзья мои, настоящее удовольствие – попариться, пообщаться, выпить чаю с медом и полевыми целебными травками, и ничего крепче. Раньше на Руси баня была тоже особым местом, где очищали и тело, и душу. Это было не просто помещение для помывки. В бане можно было соприкоснуться с тонким миром. Как поет бывший солист группы «Король и Шут» Андрей Князев: «Хоть меня к нечистой силе всю дорогу относили, знаю взрослые и дети, банник чище всех на свете». На Руси верили, что в бане живет такой вот дух. А злой он или добрый, сложно сказать. Скорее, нейтральный, как и домовой. Как ты к ним, так и они к тебе. Поэтому, заходя в баню, нужно было просить разрешения помыться у хозяина, а уходя, благодарить его, чтобы он не осерчал. Верили, что банник – старый дед с длинной чистой бородой, а женой его описывали так – бабка безобразная с лохматой головой. Но вот что-то банник себе такую даму выбрал. Кстати, называли ее Абдерихой. Жена банника, по поверьям, могла превращаться в кошку или, интересно, почему так думали, в обезьяну. Я не зря довольно подробно рассказываю про этих персонажей, потому что речь еще о них пойдет, и это будет относиться к теме статьи. Также скажу про женщин. Их зачастую пускали мыться в баню во вторую очередь, то есть первыми шли мужчины семейства, затем дамы. Исключения были, например, если семья небольшая. Или когда в рамках одного семейства жило несколько поколений. Например, первым мог помыться самый старший, а потом сын с женой, и даже с детьми. Ничего зазорного в том, что малые ребята моются вместе со взрослыми, никто не видел. Безусловно, считается, что общество было патриархальным, с уважением к старшим. Была четкая иерархия. Старшие мужчины, мужчины рода, потом уже женщины и дети. Но объяснили то, что женщинам нужно мыться во вторую очередь, немного другим. Считалось, что хворь дам остается в воде. Если кто-то после них помоется, то переймет эти болезни. Вот такая завуалированная дискриминация. Как я указывала, в третью очередь никому нельзя было мыться. Это из людей. Считалось, что третьим идет париться сам банник, и делает это сразу после полуночи. Причем хозяин бани вполне мог взять с собой жену и пригласить гостей. Домового, гуменника и даже лешего. Всю эту компанию можно было увидеть, подкравшись к бане, но никому этого не советовали, потому что духов вполне можно было разозлить. Нужно было действовать так. Инструкция вам, если вы пользуетесь баней и верите в существование разных духов. Первое. Помывшись, нужно оставить мыло и немного теплой водицы в бане. Можно и не жадничать, оставить водицы побольше. Второе. В предбаннике стоит положить хлеб с солью. Угощение для хозяина бани и его гостей. Ничего другого из еды оставлять не нужно. Третье. И не нужно шастать рядом с баней после полуночи. А то есть у того же Андрея Князева другая песня про баню. В бане кто-то оставался терпеливым молодцом, а теперь к окну прижался полным ужаса лицом. Верить во все это или нет, каждый решает сам. У нас свободная страна. Никто никому свои верования не навязывает. Мне все эти истории нравятся, они красивые. По крайней мере, про добрых духов. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал «Загадки истории» и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.